Ребята, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Едем с Серегой снова сегодня помагнитить на озеро. В район Черепаново поедем. Вот проезжаем Люблино. И здесь у нас братская могила. Объект культурного наследия местного муниципального значения. Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945 года. Свердловский городской округ, поселок Люблино. 30 января 1945 года части 87-й гвардейской стрелковой дивизии командир генерал-майор Тымчик во взаимодействии с танкистами 89-й танковой бригады командир полковник Соммер с боем заняли железнодорожную станцию и населенный пункт Зейрапин, ныне поселок Люблино. Под напором превосходящих сил противника населенный пункт был оставлен. 13 апреля 1945 года Зейрапин был взят воинами 192-й стрелковой дивизии, командир полковник Басанец 113-го стрелкового корпуса 39-й армии, командующий Герой Советского Союза генерал-лейтенант Людников. Братская могила образовалась в ходе боевых действий. Захоронено более 1000 воинов, в том числе перезахороненных из окрестных братских могил. В 2009 и 2016 годах на мемориале были перезахоронены останки 218 военнослужащих РККА, обнаруженных в ходе поисковых работ на окраине поселка Люблино и в поселке Песчаное. Сейчас идем на немецкий хутор. В корне решили поменять подход. Сегодня будем работать с буксировочным тросом. Конечно, что у нас тут? Совсем это самое смешная веревочка была. Ну, другой просто не было. Магнит-то серьезный, двухсторонний, по 400 килограмм. Поэтому работаем с канатом сегодня. А вот и рапс спеет, друзья. Вон, видите, уже культура, уже початки такие. А внутри бобы скоро созреют. Вот таких полей у нас в Калининградской области очень много. Оператор магнита пошел. Вот тут справа и слева сейчас фундаменты будут. И вот там такая парковая зона справа. И озеро было. Сейчас проверим его. Я думаю, все-таки что-то должно быть. Не забывайте подписываться, ребята, писать комментарии и ставить палец вверх. Рекомендую всем проверенный магазин для поисковиков и кладоискателей у деда Мити. Огромный ассортимент, фирменная продукция, официальная гарантия. Кроме интернет-магазина есть розничный магазин в городе Подольске. За годы работы магазин получил 1000 положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине проходят акции, действует система Trade-in. Я и сам являюсь клиентом данного магазина. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Назовите промокод Рыбакоп и получите скидку или отличные бонусы при покупке металлоискателя. Тут и рыбу ловят, да, походу? Да. Смотри тут. Дома были с той стороны, да? И с этой тоже, с той стороны, за дорогой дома были. Ну что, твой район? Надо пробовать. Вот там вот этот самый дом вот этот разрушенный. Я думал, тут один был, тут много было. Поселок целый был, ну. Сегодня веревка это конкретная. Вот тут карабин не расцепится, самое главное. Видишь, только вот... Да нет, вроде нормально. Серега очень магнит любит. Говорит, вот это вот с приборами ходить неинтересно. С магнитом в 2 раза интересней. Не, ну тут-то по-любому рыбацкие всякие блесна должны быть. Тоже поел, видишь, по земле. Ага.
Лаврушка. В очередной раз вылетела. Ну, перешли мы на сторону, где дома были. Сейчас побросаем, посмотрим. Будет все плохо, значит, приборы есть с собой. Пойдем сходим на фундамент вокруг, покрутимся. Легко идет, да? Тут как будто вы так расчистили, чтобы купаться. Ага. Вместо тут пляж. Ну, он, смотри, тут дно такое. Даже какой-то типа песочек. Да, булыжник вот лежит здесь. Угу. Что-то есть, что ли, не? Ну да, здесь магнитит что-то. И здесь магнитит что-то. Оператор магнита говорит, что все дно в камнях. Это, вероятно, немцы специально устилали дно водоема камнями, чтобы было приятно и купаться, наверное. Чтобы ил не образовывался. Оп. Ну вот она что-то такая. Промеж камней зацепилась, не? Или что-то есть? Опа. Наверное, между камней, да? Камни, угу. Короче, я прибор завел. Пойду вот тут поброжу. Возле фундаментов посмотрим. Поселок все-таки немецкий был. Пошел в лес с прибором, пока Серега кидает. Это ужас, друзья. Комары просто не дают покоя. Искусали всего. Уже раздуло уши даже. Ну вон что, уловчик-то тут есть. Пришел вот ревизию делать, что Серега наловил. От водоема от мусора очищаем. Консервная банка. Пожалуйста. Шампур. Он еще даже пригоден к использованию. Что ему будет-то? Кто-то здесь кирогазил, наверное. Пикадоры какие-то. И метали его потом. Пожалуйста. Гвоздь. Ну не кованый. Такой. Может, советских годов. И вот еще мелочевочка. Дробина, пожалуйста, вот. Дробинка. Вот тут Сергей говорит, может даже и золото кусочек от заколки. Продолжаем кидать. Ребят, надежда еще есть. Кстати, я туда прошел, там еще водоем один есть. Ты видел? Небольшой. Он такой в ряске чуть-чуть, и там прям по берегу много мусора, ну, немецкого еще. Можно туда будет зайти. Надо сходить, да. Да. Так что не переключайтесь, ребят, сейчас пойдем продолжать. Информация прошла, что данный камыш вообще съедобен. Так что вы, друзья, если попали в трудную ситуацию, то можно даже к выживальческим делам приурочить. Слушай, я не знал реально про это. Опа, а он мягкий там, да, уже такой? Ну что, он вкусный, не? По вкусу напоминает пшенку. Кашу пшеную. Попробуй. Мягкий? Угу. Кукуруза. Да, кукуруза. Решили сделать 3 заброса перед переездом на новый водоем. Не дальше, чем так получается. Заодно магнит промоем после болота, да? Вообще сухо. Видишь, как она, прям как по песочку, да? Да.
Даже мелочуги никакой нету. Такой трогается только тяжело, а потом уже идет хорошо. Вообще как катится, как колесо просто, да? Мгм. Пару окалин каких-то. Не булавки. Ну, последний, третий. В стороночку куда-нибудь его. Сейчас такой бух, провалился куда-то. А там уж и сундук. Что еще плохо может быть, если дерево упадшее лежит какое-нибудь, да? Может зацепиться там, намотаться и уже вообще чистоган. Опа! Гаечка. Пожалуйста. Пару безделушек. Опа, пуля, пожалуйста. И кусочек метеорита. Это на аукционе выставим на популярном. И пуля хотя бы вон, да? Ты смотри. Еще одна пуля. Ну это маузеровские, похоже. Да. Небольшой метеоритик. Ну что, еще заброс делаем? Ну давай. Там вон дерево какое-то. Ну давай в ту сторону больше попробуй. Плохо кинул. Вон, посмотрите, что у нас. Такой плотвиного типа крючочек. Находочки-то есть, друзья. Ну что, ребят, проверили сегодня на немецком хуторе парочку водоемов. Мелочевка какая-то попадается, но супер интересного ничего нет. Эту тему мы не забрасываем с магнитом. Будем периодически проверять, выезжать. Надо на речку куда-нибудь будет съездить в область. Посмотрим, подумаем, куда-нибудь скатаемся. Всем спасибо большое за просмотр и до новых встреч.